Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG компьютерная графика. И в этом видео вы узнаете все о генераторах в программе Substance Painter. Но перед тем как начнем, не забудьте подписаться на канал, если не подписаны. Ну а теперь начнем. Открою Substance Painter. Первым делом создадим новый Fill Layer. Поменяем ему цвет, а также создадим к нему маску. Добавим к маске генератор. Чтобы генератор смотрелся более реалистичнее, желательно добавить поверх него различные грандес. Зачем нужны генераторы? С помощью генераторов можно создать протертости, пыль, пятна и различные другие эффекты, которые сделают модель более реалистичной. Перед тем как добавлять генераторы, убедитесь, что вы не забыли запечь карты, так как генераторы используют запеченные карты. Без них генераторы будут работать неправильно. Добавлю первый генератор, это 3D Distance. Этот генератор использует запеченную карту Position. Он делает градиентный переход слоев. 3D Liner похож на Distance. Также делает градиентный переход между слоев. Далее генератор Ambient Occlusion. С ним можно поменять цвет карты AO. Auto Stretcher – генератор для создания автоматических стежков и швов. Есть более подробный урок по созданию стежков и швов у меня на канале. Переходите по ссылке, по подсказке или в описании. Следующий генератор это Curvatures. Создает маску на углах на основе запеченной карты кривизны. Он отлично работает с деревянными и кожаными объектами, если нужно высветлить стертые грани. Для эффекта к нему лучше создать грандес. Dirt. Создает грязь на модели. У него есть различные настройки наложения. Dripping Rust. С этим генератором можно сделать эффект ржавчины. Fiberglass Edge Wear. По описанию этот генератор создает материал стекловолокна. Подходит для создания определенных видов тканей, металлов с полосочным узором. Grayscale Conversion. На этот генератор можно добавить свою картинку и наложить поверх других слоев. С помощью настроек можете изменять наложение генератора. Light. Генератор добавления света. Он также удобен для создания запыленности. Mask Builder. С помощью этого генератора можно создавать царапины и пятна. Mask Edit. Универсальный генератор изменения маски. С помощью него также можно создавать различные эффекты наложения. Имеет множество настроек. Metal Edge Wear. Этот генератор представляет собой износ краев металлического объекта с появлением царапин. Генератор Position. Можно использовать для создания загрязненности, запыленности на объекте. Далее идут генераторы, связанные с UV. Если ролик вам понравился, поставьте лайк этому видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!